Друзья, всем доброе утро, с вами Михаил. И сегодня за моей спиной не как обычно, не аэропорт Кольцово, а сегодня терминал внутренних воздушных линий аэропорта Баландино, город Челябинск, что в 200 километрах от Екатеринбурга южнее. Почему я здесь? Потому что сегодня будет первый рейс из Челябинска в Калининград авиакомпании Red Wings. Соответственно, по прилету в аэропорту Калининграда я ожидаю увидеть водную арку. Вылет в 8 утра, прилет через 4 часа, плюс 3 часа разница в часовых поясах. Вот так. Погода сегодня не очень хорошая, ветреная, но в принципе более-менее терпимая, поэтому я прошу прощения за задувание, которое скорее всего есть. Немножечко я вам показал про этот аэропорт, в котором я был года полтора назад, и сейчас зайдем вовнутрь в терминал и поснимаем, посмотрим, что там изменилось в течение последних 1,5 лет, когда я там был. Напоминаю, у меня был как-то очень интересный рейс из Челябинска в Екатеринбург. Посмотрите его. Так, друзья, регистрация на рейс Калининград уже идет, где-то через час вылет. Смотрим на терминал внутренних воздушных линий, 20 стоек. Так, магазинчик по продаже товаров в дорогу, в основном продукты питания, печатная продукция. Вот наш рейс объявили. Так, что здесь еще есть? Кафе итальянское, как бы. Давайте по ценам посмотрим. Я помню, 1,5 года назад я подходил и смотрел вот по этим ценам. Ну, вполне аэропортовые цены. Мороженое даже есть. Что-то я не припомню, чтобы мороженое в аэропортах были. Выставка автомобилей, сразу 2. Информационная стойка прямо на входе. Упаковка багажа.
Посмотрим на табло. Так, это прибытие. Это вылет. Сразу 2 рейса в Калининград. Нордвинд. И через 40 минут наш летит. То есть Калининград, видимо, пользуется популярностью. Здесь еще одно какое-то кафе. И вот здесь, я помню, был прилет. Да, вот он прилет. И здесь небольшая зона отдыха и такси. Но я думаю, что на прилете я это все покажу. Так, первый этаж мы посмотрели. Поднимаемся на 2-й этаж на эскалаторе. Я помню, здесь была другая инсталляция. Посмотрите, пожалуйста, обзор аэропорта. Вернее, этого терминала, когда он открылся 1,5 года назад, у меня был отдельный спецвыпуск. Здесь картины висели. Да, как-то изменили зачем-то, я вот не знаю зачем, но что-то переделали. Ладно. Здесь места, мягкие места, кстати, можно посидеть и даже полежать. Сувенирная продукция, в том числе камни. Кстати, вот большое табло, которое мне еще 1,5 года назад понравилось, оно почему-то сейчас не работает. Не знаю, почему экономят или что. Так. Здесь Subway сделали. Это что за штука интересная? Холод уменьшит отек и воспаление. Мороженое можно сделать, роботизированная штука. Я вообще впервые такую вижу. Или что это? Подождите. Робот-бариста. Короче, кто разберется в том, что это такое, пишите в комментариях. И идем на посадку вот сюда. На 2-м этаже в контролируемую зону. Чистая зона она же. В чистой зоне справа сразу же магазинчик по продаже разных перекусов. Здесь тоже магнитики есть. По 100 рублей. Простенькие тарелочки. Детские всякие штуки. Так, здесь какое-то интерактивное информационное табло красивое. Места для посидеть и стена зарядка. Даже с нескольких сторон. Здесь добавились, я не помню их, но они появились, киоски посередине. Кстати, вот помните, вот там 1,5 года назад я показывал, были закрыты окна, вот сейчас они открыты. То есть перенесли эти непонятные киоски вот сюда и сделали их более цивилизованными. Это нормально, это правильно. Пассажиров тут немного, такое впечатление, что на рейсы приезжают. И рейсов в принципе немного. Давайте посмотрим. Так, на наш рейс еще не назначили выход. Так, идем. О, здесь что у нас? Какая-то интересная штука для посидеть, полежать и зарядить свои гаджеты. Вот такая вот. Зарядись от атома написано. Так, вы не видели? Давайте еще раз посмотрим. Зарядись от атома. Это ж Курчатов, да, вот так интересно сделали, очень тематично, очень оригинально, да. Дальше здесь кафешка.
Хороший просмотр на летное поле. Телетрапы тут есть. Оформление стен. Давайте посмотрим. Вот оно такое. Красочное, рисованное. Тематика самолетов и атомов. Здесь экспозиция к Курчатову. Просто экспозиция, не знаю почему. Ну так получилось, да? Кафе. Целый ряд кафешек. Тоже итальянская кофейня. Потом пивной ресторан. И вот где вы видели кинозалы, в каких аэропортах, я ж немножко заговорился, вот где видели? Помню, в Новосибирске был, но там какой-то, он, наверное, платный, а тут вообще бесплатный. Я сомневаюсь, что тут, конечно, показывают художественные фильмы, тут просто что-то про атомную энергию показывают. Ну, то есть такой кинотеатр без выбора просмотра, да, вот и про атомную энергию показывают. Еще раз, кинозал. Реально такой есть. Дальше сувенирка. Сувенирка, вкусные продукты. Давайте по ценам сориентируемся. Так. Мускун 2 с лишним. Здравствуйте. Нет, ничего, спасибо. Икра, вот 32 тысячи, да? У кого лишние деньги перед вылетом остались? Так. Караван, это что-то восточная кухня, да. Я не вижу, что здесь готовят. Ну, что-то готовят, наверное. Курчатов. Сувенирка. Магнитики. Тоже давайте посмотрим. Челябинск, 74-й регион. Запомнили? Запомнили. И еще по оформлению посмотрим. Скоро увидимся. Увидимся уже на борту, наверное, или пока будем туда ехать. Вот такой симпатичный аэропорт. Рекомендую посетить. Это терминал внутренних воздушных линий. Летим на первом рейсе в Калининград. Погода сейчас не очень, надеюсь, что в Калининграде через 4 часа выглянет солнце, когда мы долетим. Доброе утро. Кирилл Небесный, ваш посадочный талон, пожалуйста. Пожалуйста, Анастасия. Ваше кресло на 7-м ряду, по левую руку возле иллюминатора. С первым рейсом вас. Спасибо. Сейчас найдем. А можно я оттуда закрепить? Спасибо. Всего Только доброго. одна. Не хватит. Отлично.
Ряду приветствую на борту самолета российского производства, суперженствовал авиакомпания Red Наш рейс из Челябинска в Калининград будет проходить на высоте 10 тысяч метров со средней скоростью 800 км в час, и пути составит 3 часа 36 минут. Сейчас мы готовимся к запуску двигателя. Поудобнее устраивайтесь в кресло, застегните ниже, вам приятного полета. Спасибо за внимание. Суперджет, вылетающего рейсом 1297 по маршруту Челябинск-Калининград. Расчетное время пути 3 часа 35 минут. Наш кабинный экипаж Инна и я, старший бортпроводник Анастасия, желаем вам приятного полета. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Arabic Airlines, we'd like to welcome you aboard Russian regional jet flight number 1297 from Chelyabinsk to Kaliningrad City. The flight time will be 3 hours 35 minutes. Our cabin crew Inna and I, Anastasia, wish you a pleasant flight. Thank you for your attention. Просим вас обратить внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the safety equipment demonstration. Наш самолет имеет 4 аварийных выхода. Выходы расположены справа и слева в передней и хвостовой частях самолета. Our aircraft has 4 emergency exits. They are located on the left and right in the front and rear parts of the aircraft. Все аварийные выходы оборудованы надувными трапами и обозначены цветовым табло-выход. All emergency exits are equipped with inflatable slides and marked with an exit sign. Световая дорожка указывает направление к аварийным выходам. The escape path lighting along the aisle directs you to emergency exits. Обратите внимание на выходы, расположенные рядом с вами. Please note the exit nearest to you. В случае эвакуации необходимо оставить ручную кладь на борту воздушного судна. Leave all carry luggage behind during the emergency evacuation. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения светового табло «Застегнуть ремни». Your seatbelt must be fastened whenever the fasten seatbelt sign is on. Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Туго затяните ремень. Pull the belt tightly. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. To release the seatbelt, lift up the buckle cover. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выпадают из отсеков над вами. При появлении маски резко потяните ее на себя. Прижмите кислородную маску к носу и рту, закрепите, потянув за тесьму, дышите нормально. Сначала обеспечьте кислородом себя, затем помогите вашему ребенку или другим пассажирам. In case of decompression, oxygen mask will be dropped from the units above. When you see the mask, pull it towards you and place the oxygen mask over your nose and mouth. Fix it with the straps and breathe normally. Put on your mask first and then assist to your child or other passengers. Спасательный жилет находится под вашим креслом. Your life vest is located under your seat. По команде экипажа достаньте жилет, наденьте его через голову. When you hear the command, put on your life vest over your head. Протяните тесьму назад, застегните под жилетом и туго затяните. Pull the tapes around your waist, fasten and tighten them under the vest. Чтобы надуть жилет, резко потяните за красные дырки. To inflate your life vest, pull down the red tags. Поддуть жилет можно, используя клапаны поддува. It can be also inflated by blowing to the tubes. Лампочка включается при контакте с водой. The signal lamp illuminates in water. Не надувайте жилет в салоне, так как это затруднит покидание самолета. For the fastest evacuation, do not inflate your life vest inside the cabin. Более подробно ознакомиться со спасательным оборудованием вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Изучите ее внимательно. Благодарим за внимание. More detailed information on emergency equipment you can get from the passenger briefing card, which is located in the pocket in front of you. Please read it carefully. Thank you. Вертикально.
трассе мы пролетим над такими городами, как Нижнекамск, Казань, Нижний Новгород, Москва. Потом Витебск у нас будет, зайдем в Эстонию, и наше снижение рассчитываем через 2 часа 40 минут. Я желаю вам приятного полета. Спасибо.
Наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что ремни безопасности застегнуты и туго затянуты, спинка кресла в вертикальном положении, а столик убран. Благодарим за внимание. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в Калининграде, в аэропорту Храброво, который носит имя императрицы Елизаветы Петровны. Самолет разворачивает расписание на 27 минут. Местное время 9 часов 3 минуты. Температура воздуха плюс 15 градусов. Просим вас оставаться на своих местах в течение того застынут ремней. Мы благодарим вас за полет телекомпании Red Wings и будем рады новой встрече с вами. Желаю вам хорошего дня. Ladies and gentlemen, our plane has just landed in Kaliningrad at Khabrovo Airport. We have arrived 27 minutes ahead of schedule. The air temperature is 15 degrees above zero. We ask you to remain seated until the fast sign is Будьте осторожны при выходе из самолета. Благодарим за внимание. Спасибо за рейс. Спасибо, взаимно ждем вас снова.
линия багажа пассажиров, прилетающих рейсом 254, 52, 54 авиакомпании «Снабрая», Ратвинск, Москва, Домодедово. Пассажиры приглашаются в строй регистрации 7-8. В секторе А продолжается предпородный осмотр пассажиров, прилетающих рейсом 254, 52, 54. Друзья, отлично долетели до Калининграда, аэропорт Храброво за моей спиной. Все пятерки вот с такими плюсами. В Калининграде сейчас погода отличная. Встретимся на обратном рейсе. Я пойду изучать город. Обратный рейс, потому что у меня будет сегодня, поэтому я пошел изучать город. Всем вам хорошей погоды. Пока!